Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такой вот у нас машина контактной сварки для производства дымоходов. Заказчик у нас Денис. Поедет этот аппарат, сразу скажу, это в Екатеринбург. Так, вылет клещей у нас 550 миллиметров. Высота нижнего электрода это у нас составляет 55 миллиметров. Вот. Мощность аппарата 4200 ампер. Потребляет аппарат 15 киловатт и 65 ампер. Вот. Вес аппарата 30 килограмм. Аппарат у нас машин контактной сварки с педалью. Педаль смыкания и сварки клещей. То есть аппарат универсальный, так как клещи можно снимать со станины, отвинтив по 2 винта с каждой стороны, сняв тягу от верхнего вылета. Вот, и они очень легко снимаются и можно использовать как ручные клещи для сварки с рук. И очень удобно перевозить их. То есть транспортировать занимает очень мало места. То есть полозья вот эти тоже снимаются, педаль поднимается кверху. Вот эта тяга снимается, тоже прикручивается к станине. Полозья тоже снимаются, прикручиваются к станине, ну, приматываются, да, стретч-пленкой можно примотать. И наши эти клещи умещаются внутрь этой станины. То есть получается такой небольшой объемчик и помещается очень легко в легковой автомобиль, в багажник. Можно куда угодно его перевести. Вот, то есть были такие вопросы, то что как я смогу перевести этот аппарат куда-то, если мне нужно будет переезжать, потому что он громоздкий туда-сюда. Вот, то, что имейте в виду, то, что он разбирается полностью, там его разобрать 5-10 минут. Вот. И собрать тоже также очень быстро собирается. По подключению к нему будет в комплекте идти коробка с автоматами. Вот такая вот коробка с автоматами идет в комплекте. Подключаете, то есть ставите его на стену, вешаете, где будет стоять этот аппарат. Подводите к нему проводку 6 квадратных миллиметров трехжильный провод с заземлением обязательно, так как корпус заземлен. Вот, и уже подключаете, то есть от щитка проводите к месту установки. Вот, и подключаете трехжильным 6-квадратным проводом. Можно пользоваться и подключать к обычной розетке, то есть в комплекте идет такая вот вилочка у нас. Подключать тоже можно, да, но не на продолжительное время, да, вот, так как проводка 2,5 квадрата для него является маловатая, вот, но тем не менее варить оно можно, вот, то есть я тоже также проверяю на квартире, даже подключаю и показываю, как он варит. Все нормально работает, автоматы никакие не выбивает. А то некоторые могут тоже спрашивать, то, что будет выбивать автомат или нет. Нет, автоматы выбивать не будет. Они работают немного по-другому, эти автоматы. Вот. Также здесь вот колодочки можно открутить и прикрутить к щитку на стене, который будет от автомата висеть на стене. Вот, в принципе, все. Подключать тоже желательно правильно. 0 фаза и земля соблюдать. Вот, так как у нас идет 0 напрямую подключен к трансформатору, а фаза она идет на размыкание, да, то есть через всю защиту и через контроллер уже подается на трансформаторы. Вот. Желательно подключать все правильно. Да, если нет заземления, заземление обязательно провести, так как корпус заземлен для безопасности. Да, также под ноги желательно положить резиновый коврик, так как это тоже безопасность оператора. Вот. Были вопросы тоже, бьет ли током электроды. Нет, током электроды не бьют. Это то же самое, как электродуговая сварка.
током вас тоже не бьет, когда вы трогаете, дотрагиваетесь случайно до электродов, хотя это нежелательно, так как они разогреваются очень сильно и можете обжечься, имейте в виду. Вот, но током не стукнет. И держась за металл голыми руками, тоже током не стукнет. Вот, в принципе, все. В аппарат встроен у нас контроллер. Контроллер позволяет регулировать мощность и время. Время это в долях секунды, от 20 миллисекунд до 2 секунд, и ток от 20% до 100%. В принципе, все это у меня есть на канале. Можете перейти, посмотреть подробно. Подробно я здесь о нем рассказывать не буду, но так поверхностно пробегусь. Вот. Также здесь имеется ручка для переноски, если вдруг будете работать с рук клещами. Также есть у нас рукоятка сжатия клещей, вот, механическая. Кнопочка под большой палец для сварки. Вот. На этой стороне он расположен термометр. Термометр показывает у нас температуру как на трансформаторе первичной обмотки, так и температуру показывает контроллера, перегрев. И защита стоит как на трансформаторе, так и на контроллере. То есть вдруг, если перегреется, вы проглядели по показателям, то аппарат отключится, выключится контроллер, и вы варить не будете, то есть не сможете, пока не остынет градусов на 15. Но если он отключится, да, контроллер, то вентилятор продолжает остужать наш трансформатор, и термометр тоже показывает температуру. Вот, в принципе, все. Кому, если что-то будет интересно, да, кто-то что-то, может быть, не понял, или по ценам, тоже звоните, пишите на WhatsApp. Номер я также прикреплю здесь внизу под видео. Вот, в видео тоже прикреплю номер. Ссылочки все на наши контакты тоже будут в описании под видео. Можете посмотреть, перейти. Так, клавиша автомат это по заданным параметрам варит. И ручной режим это варить на долгой выдержке. Если вам нужно проварить какие-то толстые металлы или прогреть что-то, да, можно включить ручной режим. Сколько вы будете нажимать на кнопку, столько он и будет работать аппарат. Уже без контроллера. Вот. То есть 5-10 секунд. Вентиляционные решетки у нас спереди располагаются по бокам. Вот, спереди они еще немного обдувают наш кабель, и электроды тоже немного остывают. По поводу охлаждения, кто-то охлаждает по-разному, да, кто-то вот баночку с водой сюда вставляет, а этот нижний электрод можно просто над ведром полить водой из стакана. Вот, в принципе, все. Очень легко и просто. По перегреву, да, то есть если то есть на каждом аппарате, на контактной сварке есть режим работы свой. То есть 10 минут режим работы. В эти 10 минут входит 3 минуты работы, 7 минут отдыха. Если вы работаете так, что у вас аппарат, вы видите, что по показателям не перегревается, можете работать 5 минут работы, 5 минут отдыха. 5 минут работы, 5 минут отдыха. Да, можно работать и дольше, да, до перегрева, например. Но если вы планируете потом уже минут 30 не работать, или там 20, ну пока он не остынет, трансформатор с контроллером. Вот. Можно, в принципе, в таком режиме работать. Ну, видите, градусов 50, например, пока у него еще нету, да, до 50 не дошел градусов, можно, в принципе, работать и 10 минут, я не знаю, может быть, там 15-20 до перегрева, да. Но потом уже нужно будет какое-то время потратить, чтобы он остыл. Вот. В принципе, все. Это уже будете приноравливаться к этой работе по своим критериям, какие металлы варите. Вот. И сколько времени вам нужно на это. Может быть, вам нужно всего-навсего 10 минут поработать, да? Вы же не будете 3 минуты работать и 7 минут отдых. Вы можете все эти 10 минут отработать, и все. Просто аппарат он уже использоваться в это время не будет. Может быть, час-два, да? Может, он пускай будет остывать. Вот. То есть не выключайте пока его из розетки, пусть обдувается и остывает. Вот. Как только дойдет до комнатной температуры, там 28 градусов, да, и можно будет, например, уже выключить.
в принципе, все. По сжатию, по степени сжатия педалью регулируется у нас талрепом. Вот. Тоже все это интуитивно понятно. Вы поймете при первых работах, как удобнее вам лучше сжать детали, какая толщина металла, вот, и какую степень сжатия выбрать при нажатии на педаль. Потому что от сжатия, степени сжатия тоже зависит и качество сварки. Вот, в принципе, все. Так, на полозьях имеется у нас отверстие для крепежа в пол. Также имеются там винтовые опоры для регулировки по уровню, а сзади расположены откатные опоры. То есть можно будет взять, например, за вылет и куда-то передвинуть по цеху. Но в принципе, если у вас нет такого потребности передвигать куда-то, можно прикрепить его к полу стационарно. Вот. Так, по электродам. Электроды у нас заточены, заточка карандаш, такая классическая заточка. Вот. И в комплекте также есть, имеется еще комплект электродов вот с заточкой под скос. Вот, для того, чтобы обваривать какие-то плечики на различных хомутах для фитингов труб дымоходов. Вот это по просьбе нашего заказчика мы ему еще сделали такой вот комплект электродов. Все это обговаривается отдельно. В основном идет один комплект электродов. Так, в комплекте также у нас есть крепеж к полу. Также имеется, да, к деревянному и к бетонному. Такая визиточка наша. Вот, это зачистка для абразив для зачистки электродов медных. Вот такая кнопочка проводная, то есть педаль, длина шнура 2 метра, подключается к штатному разъему педаль сзади на панели, на сварочном аппарате. Некоторые просят, я сейчас ложу всем в комплект такую кнопку педаль дополнительно. Кому-то пригождается, может быть, и вам тоже пригодится. Это в основном для сварки с рук. Если, например, куда-то в какие-то труднодоступные места вы сваривать приходится, да, и нажимать на кнопку на корпусе неудобно под большим пальцем, так как нужно еще и аппарат сам держать тяжелый, который килограмм, наверное, 18 будет весить. Вот, и нажать неудобно будет, да, большим пальцем, плюс еще надо сжимать электроды, вот, рукояткой. И можно будет положить под ногу, например, да, самому и нажимать. Или кому-то попросить, кто-то будет нажимать. Вот, помощник ваш. Это такая проводная кнопочка. В комплекте вот такой бокс для автоматов. В комплекте. Заземляющие клеммы тоже в комплекте там есть. Вот, очки для глаз, защита глаз. Перчатки с двойным обливом прорезиненные. Вот, и вот такой небольшой подарочек. Будете распаковывать аппарат, собирать его и пробовать угощаться подарком. Так, сейчас попробуем сварить, подключить аппарат. Вот такие вот у нас пластины. Это кнауфские пластины, они толщиной по 1 миллиметру. Я в основном пользуюсь, то есть пробую варить вот на таких вот пластинах. Вот, ну, то, что доступно в магазине быстрее купить, и вот пробую на таких пластинах. Вот между отверстий буду, между перфораций электроды ставить и приваривать. Серию точек сделаем и продемонстрируем, как он варит. Так. Включаем аппарат на задней панели автомат включения. Видим, что включился термометр, показывает температуру 26 градусов. Это комнатная температура. Верхнее показание это трансформатор, нижнее это контроллер. Вот. Вольтаж не обращайте внимания, китайцы так сделали, эти чинайцы. То, что он показывает еще и вольтаж. Это блок питания, питающий
наши кулеры плюс термометр. Так, также у нас здесь есть индикаторные лампы. Питание постоянно горит, состояние постоянно моргает, а педаль она горит, при нажатии на педаль она гаснет. И сварка, это у нас лампа индикаторная, она загорается во время сварки, да, когда подается ток на сварочные электроды. То есть если 2 секунды выставлен показание, то 2 секунды она и будет гореть. Вот. Ну, то есть показывает то, что ток подается на электроды. Так, регулировочка у нас тут так вся работает, 20%. Это у нас от одного периода до 2, до 99 периодов. Это в долях секунд. 99 периодов это 2 секунды. 50 периодов 1 секунда. Запоминайте, там в принципе ничего сложного нету. Секунда 50 периодов. Полсекунды это 25 периодов. Вот. 1 период это 20 миллисекунд. Вот таким вот образом считать. Так, сейчас мы будем варить, переведем на положение автоматический. По показаниям контроллера выставим где-нибудь на 15 периодов. Вот, да. И мощность, наверное, тоже подубавим. Давайте поставим на 90. А там уже будете сами смотреть по своим металлам, как лучше вам варить и какие выставлять показания на контроллере. Так, сейчас мы поставим камеру на штатив и будем приваривать. Так, сейчас мы будем приваривать вот эти 2 пластины кнаусские, подвесы. Я их отрезал. Вот такие 2 пластинки. И будем делать серию точек между этими перфорациями. Стараться попадать. Вот. И близко к перфорации варить тоже не стоит, потому что и искры вылетают оттуда, то есть расплавленный металл выливается в эту перфорацию и получается много искр. Вот, сейчас проведем серию точек. Вот, ставим на электроды, зажимаем педалью. Электроды зажимаются наша деталь. Вот, и дожимаем педаль до пола, и происходит сварка. Вот таким вот образом. Да, нужно еще смотреть и выставлять показания по нужные вам для сварки. То есть убавим сейчас, поставим мощность где-нибудь процентов 90. Вот, и 15 периодов. Вот прошла сварочная точка. Все нормально приваривает, но в принципе, наверное, может быть, надо еще подубавить. Кратер все-таки оставляет глубокий кратер, и видно, что точка сильно прожигается. Поэтому можно будет подубавить даже, наверное, на 80% поставить. Вот, и делаем вторую точку и смотрим. Достаточно. Если нужно будет еще убавить, то немного еще подубавляем мощность и делаем следующую точку. Видим, что все нормально варит, оставляет небольшие кратеры, еле заметные, приваривается хорошо. Можно дальше продолжать. Вот таким вот образом свариваем между перфорацией, делаем серию точек без спешки, не торопясь. Вот, смотрим, что можно даже еще немного подубавить. Ставим где-нибудь на 70% мощности. Вот, и продолжаем сваривать. И сразу видно, что сварка пошла уже более аккуратно. Точки уже более аккуратные, сварочные. Видим то, что 70% это достаточно для миллиметр плюс миллиметр оцинкованного металла. Когда будете варить свой металл, так скажем, да,
из нержавейки дымоходы. Там 0,7 или 0,8 плюс 0,8. И уже смотрите сами по показаниям контроллера. Вот, продолжаем, не торопясь, сваривать. Вот таким вот образом. И будем делать сейчас серию точек. Примерно точек 30-35 сделаем. Это как раз будет работа в течение, так скажем, 5 минут. Вот. В дальнейшем потом посмотрим уже там по температуре, по нагреву аппарата. Вот. И посмотрим, насколько он нагрелся за это время работы. Вот. Работаем не спеша, успеваем переставить нашу деталь. Вот. И нужно все-таки после сварки как бы сразу не отпускать педаль и хотя бы несколько доль секунд все равно дать точке остыть. Вот. Сразу не отпускаем педаль. Вот. Свариваем. Проходит у нас сварка в нормальном режиме, не торопясь. Переставляем детали аккуратненько. Вот таким вот образом. Режим сварки, контактной сварки, это 10 минут. И в эти 10 минут входит, скажем так, 3 минуты работы, 7 минут отдых. Если металл у вас не толстый, вот, и вы видите, что у вас аппарат не перегревается, можно 5 минут варить и 5 минут отдых. То есть 5 минут варить и 5 минут отдых. Вот. Если видите, что аппарат и так не перегревается в таком режиме, можете варить уже 10 минут и потом уже какое-то время ему дать отдохнуть. Вот. Такой вот у него режим работы в контактной сварке. Продолжаем ставить точки аккуратненько. В дальнейшем попробуем его оторвать, эти две пластины. Но, наверное, скорее всего, вряд ли получится оторвать, так как очень много, большая серия точек, и вряд ли ее оторвешь вообще. Вот. Держать деталь пассатижами, потому что она нагревается в любом случае. Вот. Ну, это у меня деталь маленькая, поэтому она и нагревается. Если будете уже работать с дымоходами, там уже по детали тепло будет распределяться, и нагрева такого сильного уже все равно не будет. Вот. Работаем, делаем последние точки, и сейчас посмотрим, что получилось. Так, вот такие вот точки у нас получились. Смотрим, да, серия точек примерно где-то 30, около 40 точек. Проработали примерно минут 5-6. Вот так вот они выглядят. Если что-то, да, не устраивает по красоте точек, да, вот, можно будет еще подубавлять либо мощность, либо время в долях секундах. Вот. Напоминаю, что мы работали на 15 периодах, это меньше полсекунды. Вот. И на 70%. Вот. Начинали мы с 90 вот, процентов. И сейчас попробуем мы их разорвать пассатижами. Ну, как бы это вряд ли получится. Деталь горячая, держать неудобно. Я уронил сейчас. Вот. Попробуем все-таки немного отогнуть. Но вряд ли это получится. Столько такая серия точек, то есть держит металл очень хорошо. Металл не отрывается. Вот так вот все это дело получилось. Вот. Что у нас тут? У нас по температуре можно мы видеть, на температуре. Температура поднялась не очень сильно. Вот, поэтому в пределах нормы. Это все нормально, работать можно. Вот в таком режиме. Дать немного, например, отдохнуть.
и далее продолжать работать. Вот. Следите за показаниями термометра, то есть не перегревайте. Если вдруг вы видите, что подходит там к 50 градусам, к 60, дайте немного отдохнуть. Электроды, вот я трогаю, они немного такие тепленькие, градусов 50. Вот, но руку не обжигает. Вот сколько мы работали, минут 5-6. Вот, электроды немного нагрелись, но это не критично. Естественно, в дальнейшей работе электроды за час могут и сильнее нагреться, что рукой можно не дотронуться, да, но опять же можно их остужать. Кабель нагрелся где-то градусов, может быть, до 45, вот, а электроды где-то градусов 50-55. Вот. Электроды можно остужать примерно, это нижний электрод поливать водичкой и стаканчиком над ведром, нижний электрод, а верхний электрод можно помещать, ну, то есть налить небольшую бутылочку с водой и макать этот электрод в эту воду. То есть вот таким вот образом можно их немного подстудить. Да, и следите за термометром, за показаниями, не перегревайте. Вот, если вдруг увидите, что подходит там к 60-50 градусам, дайте лучше остыть, не перегревайте. Если вдруг он у вас перегрелся, вы проглядели за показаниями термометра, аппарат отключится, то есть у него сработает защита. Защита стоит как на трансформаторе, так и на контроллере. Вот. До 70 градусов рассчитана защита. Как только перегреется до 70 градусов, дойдет температура, аппарат отключится, вот, и контроллер погаснет. Ну, градусов на 15 он остынет, и обратно контроллер включится. То есть, когда он отключается, защита срабатывает, контроллер отключается, но вентилятор, кулеры не перестают его остужать, наш сварочный аппарат. И термометр тоже показывает температуру, продолжает. Вот. Как только градус на 15 он остынет, и контроллер у вас включится, можно дальше будет продолжать, например, работу. Вот. Но желательно не доводить до большого перегрева, до того, чтобы он сам отключился, да, а все равно контролировать. Эта защита, так скажем, она установлена, защита от дурака. Вот. Если что-то вдруг вы проследили, вот, и либо дали там какому-то работнику работать, а он затупил и проглядел показания термометра и работал до перегрева сварочного аппарата, так скажем, до красна. Перекалять сварочный аппарат нежелательно, вот, так как первичную обмотку в лаке нужно жалеть на трансформаторе. Вот, поэтому защита рассчитана до 70 градусов. 70 градусов это довольно-таки температура большая, но рука человеческая, она уже 70 градусов некомфортна, то есть она не выдержит. Вот, поэтому защита, ну, рассчитана где-то градусов на 70. Трансформатор примерно работать может до градусов 110, то есть по характеристикам, да, заявленным, первичная обмотка в лаке выдерживает до 110 градусов. Но, естественно, это нежелательно, вот, перегревать до таких пределов трансформатора. Поэтому защита установлена на 70 градусов. Вот, в принципе, все. Делаем наши аппараты на заказ любой мощности. Вот, и поэтому смотрите на нашем канале эти аппараты, обзоры на эти аппараты, да, то есть с различным вылетом клещей, вот, и различные мощности аппараты. Вот, под любой вид деятельности изготавливаем с маленьким нижним электродом. Вот, для сварки дымоходов, ливневых систем, вот, и для сварки проволок, каркасов венков. Вот, поэтому смотрим мы, переходим на наш канал, можете подписаться на все эти аппараты у нас, на все наши заказы, которые мы отправляем, снимаем видео.
и выкладываем на нашем канале, вот, на YouTube. Поэтому переходим, смотрим, выбираем, какой вам заинтересовал, звоним, вот, и интересуемся, спрашиваем, либо пишем. Также пишите в комментарии под видео, всем отвечаю. Вот, и все наши контакты на наши соцсети также будут в описании под видео. Также у нас есть дополнительный резервный канал, это Рутюб. Также у нас Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Вот. Также у нас есть ВКонтакте группа постоянная, куда мы все это дело выкладываем. Вот, переходите, смотрите, подписывайтесь. Вот, и не забываем оставлять комментарий под видео, ставить лайк этому видео, так как это помогает продвижению нашему каналу. Вот, и также на нашем канале мы публикуем что-то там, какие-то интересные вещи, которые можно сделать своими руками, что-то починить своими руками. Выкладываем на нашем канале различные обзоры на какой-то интересный инструмент, либо девайсы какие-то полезные, вот, распаковки, то, что заказываю, например, с Китая, с Алиэкспресс, каких-то полезных, интересных вещей, вот, и различных инструментов, либо полезных девайсов. Вот, поэтому подписываемся на наш канал, будет очень интересно. Вот, для тех, кто хочет себе заказать подобный аппарат, также номер телефона я прикреплю здесь внизу в видео. Вот, звоните, пишите, WhatsApp, Viber, вот, всем отвечаю. Так что также не забываем писать комментарий под видео, вот, ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, ставим дизлайк, без проблем, потому что люди выражают так свое либо согласие, либо несогласие, вот, по данному видео, да, кому понравилось, кому нет. Вот, и также не забываем оставлять комментарий под видео. Да, также делаем на заказ, это у нас будет дымонагнетатели для дымогенераторов холодного и горячего копчения. Вот, все видео есть также в нашем канале, видеообзоры, и как сделать дымонагнетатель для дымогенератора своими руками также есть на нашем канале. Вот, ставим лайк, вот, пишите комментарии, что вы думаете об этом аппарате, обязательно всем отвечаю, вот, без исключения. Только не пишите плохие какие-то слова. Вот. Номер телефона не забывайте, прикреплен здесь под видео. Звоните, всем пока, до новых встреч.